Невероятные новости из Ватикана. Католическая церковь разрешила трансгендерам и гомосексуалам участвовать в церковных обрядах. Секс-меньшинства могут креститься, становиться крестными, быть свидетелями на свадьбах и на тех же условиях, что и другие верующие. Однако есть одно «но». Если это не вызовет скандала в местной общине и нет риска дезориентации верующих. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Взрыв в оккупированном Скадовске. Под удар попало расположение войск РФ. Уже известно о минимум 15 раненых и 5 хороших русских, которые никогда не вернутся домой. Хазбалла угрожает США российскими ракетами. Группировка получила противотанковые ракеты «Корнет» российского производства через Сирию. Светлана Тихановская просит власти Германии о помощи с легализацией белорусов. Как парламентарии вы можете требовать введения санкций не только за преступления против Украины, но и за подрыв суверенитета Беларуси. Друзья, наконец я снова с вами, поэтому если вы по мне скучали, так же как и я по вам, не забудьте поставить лайк выпуску. Вы же помните, что я все вижу? На самом деле нашей команде жизненно важна и очень нужна ваша поддержка. Итак, врываемся в новости. База оккупантов в Скадовске Херсонской области попала под ракетный удар. По данным местных так называемых властей, пострадали 11 человек. Как заявил коллаборант Сальдо, бавовна случилась около 10 утра по московскому времени. Первоначально он сообщал о 7 пострадавших, однако позже местный Минздрав уточнил, что их 11. Украинское издание «Зеркало недели» пишет, что ракета попала во второй этаж здания, где дислоцировался личный состав вооруженных сил РФ. Это подтвердил и советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Уточнение по Скадовску. Место попадания не Лотос, а чуть дальше в том районе. Здание бывшего колхоза «Советская Украина» на углу Гагарина и Портовой. Все заблокировано и близко не пускают. Уже известно о минимум 15 раненых и 5 хороших русских, которые никогда не вернутся домой. Власти Курской области заявили об атаке беспилотников в городе Суджа. Губернатор Старовойт утверждает, что на маслобойный комбинат дроны сбросили 3 кассетные бомбы. Повреждены производственные бочки и подземное хранилище. На месте работали саперы. Губернатор тем временем Белгородской области Гладков утверждает, по населенным пунктам его области было выпущено около 90 разных боеприпасов за минувшие сутки. Повреждены сельскохозяйственные предприятия, домовладения, 2 автомобиля, ЛЭП и водонапорная башня. В Щебекинском городском округе в селе Поляна с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки на одном из сельскохозяйственных предприятий повреждены ангар и резервуар для накопления воды. По селам Муром и Белянка выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Середа – 3, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Армия обороны Израиля подрывает тоннели Хамас в секторе Газа. С начала наземной операции взорвано уже 130 туннельных шахт. Тем временем ООН предупреждает о все более тяжелом положении на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН Мартин Гриффитс. 7 октября там были убиты 158 палестинцев, среди которых 45 детей. Война на самом деле это вирус, который всегда стремится к расширению, а нынешний конфликт – это лесной пожар, который может поглотить весь регион. Если он распространится, мы узнаем, что сейчас переживаем хорошие дни, когда увидим, что может произойти завтра. BBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров о судьбе заложников, пишет, якобы обсуждается вопрос об освобождении 12 из них. 6 – это американцы. Боевики Хамас якобы согласны пойти на эти уступки в обмен на 3-дневную гуманитарную паузу. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет никакого прекращения огня без освобождения израильских заложников. Примирения нет. Чтобы вы это услышали, прекращения огня не существует. Мы находимся в состоянии войны с Хамасом.
Примирения нет. Население бежит на юг, потому что понимает, что Хамас использует их как живой щит. Существуют гуманитарные паузы. Эти паузы дают населению возможность организоваться и двинуться на юг ради собственной безопасности. И мы хотим, чтобы люди переселились на юг в более безопасное место. Мы не воюем с населением Газы. Мы воюем с Хамасом, который совершил убийственное нападение 7 октября и держит наших людей в заложниках. В западной прессе разгорается нешуточный скандал. Фотографов нескольких авторитетных американских информагентств заподозрили в сотрудничестве с Хамас. Расследование опубликовала неправительственная организация Honest Reporting. Там пришли к выводу фотожурналисты, которые работали для агентств Associated Press, Reuters и CNN, вместе с боевиками Хамас вторглись в Израиль 7 октября и первыми запечатлели их зверство. Это вызывает вопросы о журналистской этике и возможной координации с террористами. Эти журналисты все граждане этого сектора Газа. Они все так или иначе корпорированы в какие-то тесные отношения с Хамасом, потому что нельзя, будучи журналистом и будучи довольно такой сильной медийной фигурой, которая разносит информацию по миру о том, что происходит в секторе Газа, как бы не замечать рядом стоящего чиновника из Хамас. Более того, я думаю, что все эти журналисты, они, конечно, кто-то на гонораре, кто-то фрилансер, они все местные, они все арабы, они все палестинцы в этом смысле, хоть они и сотрудники CNN. Выбирая между некой журналистской этикой при работе на Reuters и при, не знаю, там, своей личной жизни, большая семья в секторе Газа, зарплата, безусловно, они остаются прежде всего палестинцами, прежде всего газовцами в этом смысле, и прежде всего людьми, которые понимают, что за каждое неправильное слово их ждет моментальная ответственность. Поэтому мне на самом деле удивительно, что кто-то может этому удивляться. Хезболла угрожает США российскими ракетами. По данным Рейтер, ливанская группировка получила их от Сирии. Значительно нарастить потенциал Хезболлы помогли ракеты российского производства «Яхант». Напомню, на минувшей неделе лидер Хезболлы Хасан Насралла заявил, что американские военные корабли, размещенные в Средиземном море после начала войны Израиля и Хамас, его не пугают, а у группировки есть для них кое-что в запасе. Источники агентства утверждают, что Насралла имел в виду как раз эти российские боеприпасы. Однако сама группировка не подтверждала наличие у нее подобного оружия. Два источника в разговоре с Reuters сообщили, что Хезболла получила это оружие из Сирии во время боевых действий в поддержку Асада, чьи вооруженные силы уже давно вооружаются Россией. Хезболла хранит свой арсенал и способы его получения в тайне. В редких комментариях по этой теме в 2021 году Насралла рассказал, что группировка получила противотанковые ракеты «Корнет» российского производства через Сирию. Сирийское министерство обороны закупило оружие у России для использования в Сирии, а Хезболла позже восприняла его как форму поддержки для защиты Ливана. Ну а Россия уже тайно побирается по немногим друзьям и просит вернуть проданное им вооружение из-за огромных потерь в Украине. Об этом пишет Wall Street Journal. Поставщик вертолетных двигателей ОДК «Климов» не справляется с замещением огромных потерь техники. Поэтому РФ приходится договариваться с Пакистаном, Египтом, Белоруссией и Бразилией о возврате важных запчастей. Например, в апреле Россия попросила президента Египта отдать более сотни двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые ранее были проданы Каиру, в обмен на поставки зерна и обнуление долгов. По данным проекта «Орекс», Россия лишилась за 1,5 года войны как минимум 132 вертолетов. Эти переговоры были частью более масштабного стремления России обратиться за помощью к своим давним покупателям оружия, которые на протяжении десятилетий покупали российские самолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны, что сделало Москву вторым по величине экспортером оружия в мире. В течение года Россия вела переговоры с официальными лицами Пакистана, Белоруссии и Бразилии, пытаясь приобрести двигатели для российских ударных и транспортных вертолетов, которые ее войска потеряли из-за украинской обороны. Президент Украины Зеленский поручил правительству готовиться к переговорам о членстве Украины в Евросоюзе. Впрочем, глава МИД Венгрии Сиярто заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС пока рано начинать, так как Киев не полностью выполнил требования для присоединения к Союзу.
По мнению главы МИД Венгрии, в Украине не соблюдается свобода слова и не проводятся выборы. Видимо, у друзей Венгрии, РФ и Беларуси, куда Сиярто не стесняется ездить, все в порядке и с волеизъявлением, и со свободой слова. Еврокомиссия все же Венгрию пока не послушала и рекомендовала начать все же переговоры с Киевом. Поскольку, согласно оценке ЕС, Украина не выполнила условий для членства, мы не считаем, что любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной является своевременным. Украина находится в состоянии войны, поэтому можем увидеть, что там не соблюдается ни свобода слова, ни свобода выражения. И выборы не проводятся тоже. Было бы очевидно абсурдным, чтобы в таких обстоятельствах ЕС, институты ЕС или государства-члены ЕС приняли позицию относительно того, как в Украине в таких условиях функционируют институты верховенства права. Совершенно ясно, что пока в Украине не будет мира, Украина не подходит для членства в ЕС. Трибунал для Лукашенко и паспорта для белорусов в эмиграции стали главными темами для разговоров Тихановской с политиками в Берлине. Лидер белорусских демсил провела ряд встреч с депутатами из разных стран, которые входят в группы друзей Беларуси в своих парламентах. Также она попросила представителей немецких властей помочь с легализацией белорусов, ведь Лукашенко запретил выдавать документы за границей. Как парламентарии вы можете требовать введения санкций не только за преступления против Украины, но и за подрыв суверенитета Беларуси. Также давайте приложим усилия для того, чтобы привлечь Лукашенко к ответственности. Вы можете просить возбудить в ваших странах дела, как это было сделано в Швейцарии против члена эскадрона смерти Лукашенко. Также вы можете принять резолюцию, осуждающую режим Лукашенко как преступный, требующую привлечения к ответственности и трибунала, как это уже сделал украинский парламент. Польские пограничники обнаружили 1 200 000 пачек сигарет в 2 грузовиках. На них были белорусские акцизные марки. Машины на польских номерах остановили для проверки в Подляском воеводстве. Одну из фур отправляли на рентген, а во второй сигареты нашли при внешнем осмотре. По документам фуры везли элементы оконных конструкций и банки с консервами. Общая стоимость контрабанды оценивается в 18 миллионов злотых. Водителей арестовали. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В Крыму открыли памятник коллаборанту Стремоусову. Аккурат год назад мандрівник, адепт ЗОЖ и замгауляйтера Херсонщины подорвался в своем авто, якобы случайно. Каким боком Стремоусов к оккупированному Севастополю, где памятник поставили, непонятно. Могилка там его сначала была тайной, теперь вот рассекретили официально и помпезно. Под гимн РФ и, конечно же, освящение попов. До войны Стремоусова считали не более чем одиозным пророссийским персонажем на Херсонщине. После вторжения он примыкнул к РФ и заслужил высокую должность. Власти Украины возбудили против него уголовное дело за госизмену и коллаборационизм. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь, в России, выпить вкусный русский квас. Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!